Всем привет! Вы на канале iModelist и с вами я, Виталий Новиков. Вторая новинка июля от фирмы Звезда. Это американский самолет огневой поддержки AC-130J в 72 масштабе. AC-130J это четвертая модификация C-130, ну или Геркулеса, у фирмы Звезда. Первопроходцем был в 2020 году C-130H. В 2021 году появился C-130J30, а в 2022 году C-130J. И сейчас вот AC-130J. Рекомендованная цена набора 3790 рублей. Количество деталей в наборе 399. Длина модели 41,4 см, что совсем немало. На обратной стороне коробки можно заценить фотографию собранной модели и почитать на досуге о прототипе машины. В коробке вас ожидают схема окраски модели и нанесения декалей, инструкция для сборки, декаль, и литники с пластиковыми деталями. Для начала хочу сказать, что лично я бы хотел видеть на месте этой модели, например, Ту-134, Ту-154, Як-40 или 42, ну или Ил-62. Первый литник, на нем половина фюзеляжа самолета. Модель выполнена с интерьером, есть и интерьер кабины экипажа и интерьер транспортной кабины. Ну, как я понимаю, частичный интерьер. Данный литник 2023 года, он новый. Носовой обтекатель выполнен отдельной деталью, так как на всех модификациях он отличается друг от друга. Ниши шасси имеют хорошую детализацию. Место под установку пушки. Верхняя плоскость крыла состоит из трех частей, место под установку центральной части. Расшивка внутренняя, расшивка, как надо расшивка. Киль самолета отлит вместе с фюзеляжем. А руль направления вместе с килем. Про интерьер сказал, что что-то имеется и немало. На правой половине фюзеляжа расположена дверь в транспортную кабину. На данном литнике находятся обтекатели РЛС, которые, впрочем, не используются на этой модификации самолета, подвесные топливные баки, детали интерьера кабины экипажа, приборная панель. Данный литник датирован 2020 годом. Подвесные топливные баки здесь можно использовать. Кресло экипажа, пилот, штурман и борт-инженер. Четвертое, видимо, для второго пилота не используется здесь. Хотя, наверное, борт-инженера нет. Кресла посередине нет. Есть три фигурки экипажа в наборе. Обтекатели РЛС. Нужны будет дальше, эти не нужны. Приборная панель, на нее есть декаль. Следующий литник с деталями интерьера транспортной кабины. В модели грузовую рампу можно сделать открытой, чтобы показать убранство внутреннее, или закрытой, чтобы ничего никому не показывать. Хотя показать есть что.
Литник 2020 года. Детали интерьера транспортной кабины. Ну блин, модель реально классная. Собрать прям хочется. Если что-нибудь советское было бы в таком исполнении. Перегородки между кабинами хорошо проработаны деталями. Литник с центральной верхней плоскостью крыла, со стабилизатором, колесами. Центральная часть крыла. Я не люблю, когда стыки частей крыла находятся на верхней его плоскости. Обработка стыка будет занимать больше времени, так как видно хорошо на модели. Ну да ладно. Стабилизатор выполнен в две детали и вместе с рулем высоты. Колесо располовинено, есть имитация нагрузки, диск неплохой. На покрышке нет ни протекторов, ни надписей. По передним ситуация такая же. Литник данный 2020 года. Дальше у нас литник с крылом. Это у нас левая его часть. Год 2020. Расшивка имеется, глубокая, хорошая, будет красиво. Движимая часть, здесь это закрылок, отлит совместно с крылом. Правая часть крыла. Все то же самое, что и с левой частью. На данном литнике находится обтекатель РЛС, грузовая рампа, обтекатели основных стоек шасси, пушка, пилоны под крыло, турели под вооружение. Литник новый, 2023 года. Пилоны под крыло. Новый обтекатель РЛС. Новый обтекатель основных стоек шасси. Пушка на левый борт. Кресло в грузовую кабину. Ствол пушки. Внешняя часть, которая крепится поверх пушки. Часть пола грузовой кабины, где расположено оружие. Литник с обтекателями двигателей. Литник 2021 года. 8 деталей, 4 двигателя. Два одинаковых литника с лопастями винтов, с деталями двигателей. Как и литник с обтекателями, год 2021, что очень даже и логично. Каждая лопасть отлита отдельно, на один двигатель 6 лопастей, кок винта. Ну и остальные детали — это детали двигателя. Показать движок модели возможности нет. Литник с прозрачными деталями. Деталей здесь много. И лобовое стекло кабины экипажа, и иллюминаторы. С 2020 года изменений здесь нет. Какие-то детали используются, какие-то нет.
Декаль на два варианта окраски. Опознавательные знаки, техническая информация. Есть и второй лист декали, и он сильно побольше. Инструкция черно-белая, сделана в виде книжечки с описанием прототипа на двух языках. На второй и третьей страницах содержимое набора, а дальше подробные шаги сборки. Инструкция хорошая, подробная, видно и понятно все прекрасно. На последней странице схема нанесения декалей с технической информацией. Схема окраски модели и нанесения декалей цветная. В первом варианте можно собрать модель самолета под бортовым номером 185886, произведенным в 2018 году. 4-я эскадрилья специальных операций ВВС США. И второй вариант – бортовой 125772, выпущен в 2015 году как MC-130J. В 2016 году конвертирован в AC-130J, также 4-я эскадрилья. Ну и на этом все. Приобрести модель AC-130J «Призрачный гонщик», как и другие 3 модификации C-130, вы можете на нашем сайте it-modelist.ru. А я с вами ненадолго попрощаюсь, побегу мрию свою доделывать. До скорой встречи! Ваш Я Моделист и я, Виталий Новиков.